Знаете, я думаю, что будущее России решается вовсе не на площадях. Будущее России сейчас, в общем, в некотором смысле решается вот в тех не совсем маленьких, но достаточно широких все-таки кружках интеллигентских в разных городах, между прочим, сейчас существующих, в которых осмысливается сегодняшняя ситуация, ну вот сегодняшний день, это немало. Ну что ж делать? У нас с вами нет первых каналов Арсений телевидения. Борисович. На тех же самых ходорковских чтениях мы могли услышать выступление Юрия Николаевича Афанасьева, где он сказал, что это все, так сказать, во всем мы идем Виноват к Чубайс, гибели. как всегда. Нет, он сказал хуже. Потому что мы идем к гибели раз, а во-вторых, что в этом виноваты Гайдар, Чубайс и Путин. Понятно. Это было сказано. Арсений, Евгений Григорьевич, нет у вас такого ощущения, что этим самым Юрий Николаевич, как бы сказать, поставил знак тождества между теми, кому, извините, бьют морду на Триумфальной площади, и теми, кто бьет морду на Триумфальной площади, а? Ну, да. Арсений Борисович еще одну очень интересную мысль высказал по этому поводу. Можно я вас попрошу ее повторить? Мы с вами уже обсуждали. По поводу того, что хорошо бы все пошли на площадь. 1200. Это идея понятна. Понимаете, Юрий Николаевич, мне кажется, мы дружим, в общем, во-первых. Хочу сказать. Во-вторых, Юрий Николаевич действительно абсолютно мыслит в категориях 89 года. Ему видится Манежная площадь с 200 тысяч людей, движимой чем-то хорошим, общим и так далее. Когда еще не было, правда, ни одних из им упомянутых людей, и других не было из их упомянутых людей, а были просто одна эпоха надежд. Мне кажется, к сегодняшнему дню и приравнивание это не имеет отношения, и оно некорректно совершенно применительно вот к сегодняшней ситуации. Но самое главное, когда все говорят, а что вы тут разговариваете, делать надо. Ага. Наше дело, чтобы мысль не стояла, и чтобы образцы сохранялись. Процесс дает нам потрясающие образцы борьбы за право и за собственное достоинство. Понимаете, наше дело параллельно не давать застыть нашей мысли, и из этого, ей-богу, в конце концов сварится какая-то вполне, мне кажется, не самая плохая в мире каша. Мое убеждение заключается в следующем, что действительно мы проходим очень тяжелый период. Этот период, который мы рассчитывали проскочить, ну вот на одной волне, там за год-два, и, так сказать, прекраснодушные мечтания, которые я называю теперь протодемократией, то есть вот эти первые годы демократического движения, восторг от первого съезда народных депутатов, где Юрий Николаевич говорил об этом самом агрессивно послушном большинстве, которые его прославили. И Ельцин такой молодой. И да. Ну вот, понимаете, но в жизни стран, особенно таких, как Россия, это быстро не происходит. Я вспомнил такую вещь, что на самом деле Марсельеза стала национальным гимном Франции где-то в 1875 году, почти 100 лет спустя начала Великой Французской революции. И дай Бог, я не хочу еще повторений, но все-таки, зная свою страну, я знаю, что здесь на те преобразования, которые закончатся выстраиванием какой-то разумной институциональной структуры, с которой мы сможем уже существовать более или менее стабильно, вот уйдет не меньшее время. После кризиса стало ясно, что та экономическая модель, которая сложилась раньше, основанная на подавлении бизнеса и на безнаказанности силовых структур, она и нефти, которая, так сказать, давала им деньги, значит, эта модель кончилась. То есть мы не сможем на ней существовать. Значит, мы будем отставать дальше. Либо примем какие-то меры, которые смогут хотя бы потихонечку изменять ситуацию. Я понимаю, что мне как бы уже, так сказать, не увидеть это время, но все-таки я надеюсь, потому что вопрос заключается в том, когда я начинаю оценивать период правления Путина, то я имею соответствующие оценки, и потом я думаю, черт возьми, может быть, все-таки что-то было в марксистской диалектике или в гегелевской, потому что если бы он не создал вот эту ситуацию, может быть, не так бы хорошо сейчас думали про демократию.
В начале 90-х публицист Николай Крыхнюк, по-моему, в журнале «Октябрь» писал: «Голос у русской демократии хриплый, ибо ей каждый раз, бедолаге, приходится все начинать сначала». Дай бог, чтобы получилось. Я благодарю моих уважаемых экспертов Арсений Рогинский, Евгений Ясин и «Территория гласности».